Всем привет! Сегодня мы разберем, как разные планеты ведут себя в созвездии Тельца. Ну и, конечно же, планетами в астрологии называется и Солнце, и Луна, хотя мы знаем, что это не планеты, а звезда у нас Солнце и спутник, соответственно, Луна. Но вот тем не менее. Во-первых, поговорим о том, как Солнце ведет себя в созвездии Тельца. Люди, у которых Солнце в Тельце, достаточно консервативные, старомодные. Чаще всего это лидеры, но лидеры, которые не спешат как-то воссиять, не тянут на себя внимание излишне. Это немножко такие лидеры медлительные, спокойные. Классические тексты говорят, что эти люди достаточно успешны в бизнесе. У них традиционные ценности. Для них важна семья, дом, уют. Все это для них на первом месте. Комфорт, конечно же. Но в целом это понятные люди, люди своего слова, стабильные, которые чаще всего любят искусство, музыку, что-то такое прикладное, красоту любят, роскошь даже, да. Классики говорят, что у них могут быть проблемы с сердцем, проблемы со зрением. Но это надо смотреть карту в целом. Луна в Тельце. Считается, что это хорошее такое мощное положение, очень крепкая психика, очень стабильный ум. Первые 3 градуса Луна в Тельце экзальтирует. Потом, после этого начинается мула трикона, мощнейшее положение. Но с 10 градуса начинается Луна в Накшатре Рохине, это тоже в Тельце, да? Считается, что это положение даже лучше, чем Накшатра Критика, особенно для женщин. Здесь Луна более устремленная в семью, в дом, к уюту. Очень спокойное, домашнее, комфортное положение. Такой человек, как правило, успешен в материальной сфере. Считается, что человека с Луной в Тельце, и если там особенно еще и Солнце, соединение Луны и Солнца в Тельце, можно вряд ли встретить в какой-то религиозной организации. Но это тоже нужно смотреть всю карту в целом. Бывает, что и не так. Тем не менее, такие люди чаще всего материалистичны, чаще всего настроены на то, чтобы жить хорошо, жить в комфорте, даже в роскоши, и имеют такую хорошую, крепкую психику. Но бывает и так, опять же, что Луна находится в двухстане, то есть в домах неблагоприятных, да, 6-й дом, 12-й дом, 8-й дом. И в этом случае даже Луна в Тельце не помогает, и все равно человек достаточно импульсивный и может вестись на поводу каких-то своих сиюминутных хотелочек, как-то порой неадекватно себя вести. Надо смотреть карту, контекст всей карты. Опять же, с Луной надо смотреть обязательно, какая это Луна. Это может быть полная Луна, светлая Луна, либо темная Луна. Если Луна полная, то психика мощная. Если Луна темная, то такой человек может быть каким-то сомневающимся, ведомым, где-то ему не хватает вот этого внутреннего стержня, может быть подвержен каким-то сомнениям, страхам. И если светлая Луна, это такая стабильная, крепкая психика. Надо опять же смотреть, как это в целом. Марс в Тельце. В этом знаке Марс успокаивается, замедляется, становится таким прочным, основательным. Человек с Марсом в Тельце не склонен к каким-то импульсивным поступкам. Такой человек, как правило, стабилен, на него можно положиться как в любви, так и в работе. Такие люди часто умеют хорошо считать деньги, хорошо ведут бизнес, устойчивы в своих привязанностях. Чаще всего у них нет вот какой-то такой излишней сексуальности, особенно если Солнце там ярко проявлено. Такой человек устремляет свою энергию в первую очередь в работу, в деятельность, в творчество. Классические тексты говорят, что могут быть проблемы с горлом, может быть фурункулез из заболеваний, но это надо смотреть, опять же, всю карту в целом. Такой человек, как правило, хорош в математике, хорош в
деятельности, связанной с бизнесом, физически крепок, силен и психически устойчив. Меркурий в Тельце. Меркурий – это планета подвижная, быстрая, а Телец – такая неподвижная, спокойная, статичная энергия. И вот когда они соединяются вместе, это дает хорошее положение для финансистов, например, потому что у человека ум медленный, но очень спокойный, аналитический. Такой человек, как правило, хорош в делах, связанных с деньгами. Как правило, прагматичные, скептики. Таких людей вряд ли встретишь среди духовных искателей или где-то среди йогов. Но они хороши именно в такой... В бизнесе они хороши. И такие люди, как правило, очень хорошо соображают. Они медленно воспринимают реальность, но то, что они восприняли, это очень стабильно, очень спокойно. На них можно положиться. Такие люди имеют некоторую критичность, но это не так, как у Овна. Вспылил, там разругался. Нет, тут такого нет. Эти люди не любят споров. Как правило, люди, у которых Меркурий в Тельце, это люди действия. То, что говорят, то и делают. Юпитер в Тельце. Юпитер олицетворяет наше мировоззрение. А Телец – это такая неподвижная, стабильная энергия. И людям, у которых Юпитер в Тельце, зачастую тяжело входить в какое-то знание новое, тяжело входить в какую-то новую систему обучения, в систему верований. Они достаточно консервативные. Если они во что-то одно вникли, то они, как правило, придерживаются этой одной традиции. Также это люди, как правило, однолюбы, которые верны своей семье и верны каким-то своим вот этим ценностям, которые в них вложены с детства. Эти люди редко занимают какие-то лидерские позиции. Это лидер, но это ведомый лидер. Человек, который хорошо смыслит в деньгах. Это благословение в материальном плане иметь Юпитер в Тельце. Человек, который умеет накапливать, умеет приумножать. И если уж он и заходит в духовность, то ему важно сделать что-то конкретное, например, храм построить. С Юпитером в Тельце, в Тамасе, в Раджасе могут быть сложности с тем, что он становится жаден, склонен к обжорству, к ревности, к жадности, к такому вот. Если человек проявляет себя в саттве, то это отличный семьянин, может быть филантроп и достаточно щедрый, благостный человек. Очень спокойный, благожелательный нрав. Венера в Тельце. Считается, что это сочетание благословения с прошлых жизней. Здесь прекрасно уживается и материальное, и духовное, особенно если Венера расположена в 9 доме, в доме духовности, в доме удачи. Тем не менее, Венера в Тельце – это всегда очень классное, доброе положение. Человек сочетает в себе и внутреннюю красоту, и внешнюю красоту. Человек, как правило, стремится заниматься искусством, стремится к благотворительности, стремится помогать тем, кто слабее его, тем, кто нуждается в помощи. И человек, как правило, проявляет какие-то таланты у него, как правило, есть, наработанные уже, причем с прошлых жизней. И даже если человек уходит с головой в духовность, его семья все равно остается в хорошем материальном положении. Такой человек любит и умеет зарабатывать, любит и умеет копить, прекрасно себя чувствует в материальной жизни, но и к духовным знаниям тоже тяготеет. И если в карте есть еще некоторые другие сочетания, то может страдать полнотой после 35 лет. Но это надо смотреть карту в целом. Такие люди, как правило, не склонны кого-то завоевывать, они любят, наоборот, когда в любви к ним проявляют интерес, чтобы их завоевывали. Сатурн в Тельце. Считается, что Сатурн в Тельце – это хорошее положение. Сатурн здесь находится в дружественном знаке. И все будет замечательно. Человек и трудолюбив, и надежен.
Но ему нужен некоторый материальный стимул. Опять же, если человек себя проявляет в тамасе, в невежестве, то он может быть ненасытен в еде, или у него может быть очень много сексуальных партнеров. Но если он направляет свою энергию в благое русло, то он может быть очень успешен в материальной сфере и в духовной тоже. Раху в Тельце. Считается, что это очень мощное положение. Ось Раху-Кету показывает, какие качества у нас были наработаны с прошлых жизней и какие качества нужно развить в этой жизни. Соответственно, Раху показывает то, что нам нужно наработать в этой жизни. А Раху в Тельце говорит о том, что человеку в этой жизни нужно больше идти в материальное. В прошлой жизни он много занимался духовной практикой. Может быть, был аскетом и наработал очень хорошую благую карму, но произошел дисбаланс. Какими-то материальными вещами он пренебрег. Возможно, у него не было семьи, а ему этого очень хотелось, или он жил уединенно и испытывал какую-то тоску. И в этой жизни ему необходимо привести в баланс эти энергии. Ему будет вести, ему будет прям хорошо, у него будет получаться развиваться в материальной сфере. И деньги будут приходить, и возможности. Считается, что Раху в Тельце экзальтирует. Это очень хорошее положение для материальной реализации. Кету в Тельце. Считается, что Кету в Тельце – это не самое лучшее положение. Оно и понятно. Кету – планета мистическая, интуитивная, погружающая внутрь. А Телец – это такой стабильный, основательный, материалистичный знак, нацеленный на материальную реализацию, на зарабатывание денег, привязанность к красоте, привязанность к комфорту. А Кету, он как раз-таки отсекает все эти привязанности, в принципе отсекает привязанности. И что мы видим? Как правило, жизнь у человека делится на две части. Первая половина жизни до 30 лет он привязан ко всему материальному, привязан к комфорту, привязан к работе, к семье. И после 30 лет могут быть какие-то достаточно серьезные изменения, особенно ось Раху-Кету, если в Кендре находится в первом доме, четвертом, седьмом или десятом доме гороскопа, то изменения прям могут кардинальные произойти в жизни. Опять же, есть еще такой момент, что человеку с таким положением очень важно наработать интуицию в этой жизни. Он может неосознанно стремиться в какой-то момент за город, из них получаются хорошие фермеры, им комфортно, здорово жить в своем доме на природе. Но может быть излишняя эта привязанность ко всему материальному, тогда как кармически важно уходить больше в интуитивную практику. Если Кету в Тельце находится в Лагне, то есть в первом доме гороскопа, то это могут быть проблемы со здоровьем и проблемы с тем, что тело имеет какие-то физические недостатки, особенно здесь еще есть какие-то другие негативные аспекты. И если Кету в Тельце находится в 8-м доме гороскопа, то женщины могут иметь проблемы по-женски, мужчины, соответственно, мужские проблемы, вплоть до бесплодия. И гармонизировать эту энергию Кету нужно так же, как энергию Солнца, в первую очередь духовной практикой. Мы разобрали планеты в созвездии Тельца. Надеюсь, вам было интересно. До новых встреч!